Ребята, всем привет! Сегодня с нами Никита. Всем здрасте. Он здесь живет какое-то время, сейчас мы все узнаем, и он хочет покинуть Испанию. Почему? Сегодня он нам все расскажет, правильно? Так точно. Первый вопрос. Никита, сколько лет ты здесь в Испании вообще? Как ты сюда попал? Ну и вкратце о себе, там, что, куда, как. Я приехал в Испанию 10 лет назад, когда мне было 13 лет. Родители думали, что здесь образование получше и хотели обеспечить мне хорошее будущее. Приехали мы в город Торревьеху, который находится примерно в 30 минутах езды на юг от города Аликанте. Это центр русскоязычной диаспоры в Испании, в принципе. 6 лет я прожил в Торревьехе. Последние 3 года я живу в Валенсии, периодически приезжаю в Торревьеху на лето, так как я учусь здесь на физика. Никита, расскажи нам про город Торревьеха. Я там сам был 2 раза. Расскажи, что это за город и почему говорят, что там только русскоязычные. Торревьеха на самом деле небольшой курортный городок, находится на побережье. Единственная достопримечательность, о которой можно сказать, это соленые озера, которые там находятся, розовые, очень красивые. Буквально половина соли во всей Европе там производится. Русскоязычных там много, потому что была самая популярная эта точка для иммигрантов из стран бывшего СССР в 90-е годы. Ну, они там оседли и остались, так скажем. Где-то треть всего населения русскоговорящее. Так что даже если испанского языка не знаете, приедете туда, без проблем все будет. Если там много русскоязычных, стоит ли туда ехать новым русскоязычным людям? Ну, вот твое мнение, вот как бы многие говорят, что не надо ехать там, где много русскоязычных, ты как считаешь? В принципе, привыкнуть к испанскому менталитету будет сложнее, да, но я считаю, что нужно просто постараться найти различные группы по интересам какие-нибудь с испанцами, которые есть в Торревьехе в достаточно большом количестве, и не зацикливаться только на соотечественниках наших. Потому что, да, многие люди наши приезжают туда и разговаривают только с русскими, с украинцами, с белорусами, и в итоге испанский за 10, 20, 30 лет, что там живут, никак и не учат. Поэтому главное немного пытаться открыть круг своего общения, и все нормально будет. Ну и, соответственно, очень логичный вопрос. Ты здесь прожил 10 лет. Что тебе нравится в Испании вообще? Ну да, как в принципе могу согласиться с тем, что здесь климат и люди, в принципе, очень привлекают. Но мне здесь больше всего, что нравится, это, скажем, очень неплохая медицина. Всегда, если что, помогут. Здесь базовое образование достаточно неплохое. И в целом здесь намного безопаснее себя ощущаешь, чем во многих других странах, намного спокойнее. Что тебя по жизни увлекает? То есть, что ты, в какой сфере ты себя профессионально видишь? Почему ты туда пошел? Ну, скажу так, я полностью помешан на физике. Всю жизнь, что себя помню, лет с 4, с 5 всегда грезил тем, что вы изучаете космос, даже не зная, что значит физика. И постепенно пришел к выводу, что хочу этим заниматься. Вот поэтому сейчас я учусь как раз в университете на физика.
4-й курс заканчиваю. Сложно, но очень интересно. В Испании, правда, не слишком много есть вариантов для развития в этой сфере. Так как мне нравится космос, я собираюсь специализироваться в астрофизике, возможно, в космологии, изучении эволюции Вселенной, развития галактик, звезд и тому подобное. Потому что всю жизнь меня притягивала эта сфера деятельности, и просто не вижу себя без нее. Никита, ну и такой вопрос закономерный. Ты прожил здесь 10 лет. Ты здесь занимаешься астрофизикой, учишься. Это, блин, реально круто. Это моя мечта вообще. Ай-яй-яй. Чем ты занимаешься в свободное время? Вообще, что тебя увлекает? Поподробнее расскажи нам это, пожалуйста. Ну, тут много о чем можно рассказать. Скажем, я профессионально занимаюсь дайвингом. Я прошел несколько курсов в Египте и пару раз погружался здесь, в Испании. Очень интересный вид спорта, всем рекомендую, если не боитесь плавать. Помимо этого, я занимался раньше кикбоксингом. К сожалению, после переезда в Испанию прекратил это, не смог найти хорошего клуба для кикбоксинга. Увлекаюсь игрой на гитаре. Также сейчас учусь играть на пианино. Но это так, очень любительски. Несколько лет стараюсь, но пока не очень выходит. Так, очень большую часть своего времени я провожу за поиском материалов для нескольких своих проектов отдельно от университета. Как скажем, я хочу сделать протез руки, который контролируется мозговыми волнами. И помимо этого я сейчас пытаюсь открыть свою компанию по добыче лития из морской воды. В целом, достаточно много времени трачу на свои хобби. Даже сказал бы, что на хобби трачу больше времени, чем на университет. Хотя должно быть наоборот. В целом, пару лет назад я и один мой друг участвовали в одном конкурсе идей, который, кстати, предлагается университетом моим. Кто угодно может поучаствовать. Очень веселый опыт. Но нам повезло, и мы выиграли главный приз. И нам посоветовали продолжить заниматься нашей идеей, которая заключается в создании модулей, которые фильтруют отходы из водоопреснительных станций, и из этих отходов получают литий. Мы решили то, что эта идея сейчас очень пригодится для нынешнего состояния мира, так как мы все больше и больше зависим от электричества. Как мы все знаем, мы переходим от бензиновых автомобилей на электрические, все больше и больше электрических типов транспорта, и для этого нужны батареи, а батареи делаются из лития. На данный момент его можно добывать только в шахтах, а это очень дорого, очень вредно для здоровья шахтеров и для окружающей среды. Ну и мы с моим приятелем придумали способ, как все эти негативные черты, негативные стороны добычи лития превратить в положительные.
Никита, следующий вопрос. Как все знают, а кто не знает, обязательно подпишитесь на наш кинопроект. Все ссылки в описании, вы все знаете. И в прикрепленном комментарии про наш кинопроект, который мы снимаем здесь, в Валенсии, некоммерческий. Никита у нас главный герой в нашем кинопроекте. Расскажи, пожалуйста, как ты в этом во всем оказался? Почему астрофизик, который здесь в Испании изучает физику, собирается что-то делать в своей жизни дальше, очень интересно только то, что ты нам рассказывал, оказался в кино? Расскажи нам это, пожалуйста. Ну, как сказать, на самом деле я никогда не планировал заниматься актерским искусством, ничего такого. Просто в один день, бороздя просторы интернета, наткнулся на объявление о поиске актеров и подумал, а почему бы нет? Мне понравилась идея использования игровой тематики, определенной игры, которая мне достаточно интересна для создания фильма. И так как я в целом люблю пробовать все новое, решил встретиться с режиссером этого фильма. Он мне очень сильно понравился. И я решил то, что стоит попробовать поучаствовать в этом фильме. И я думаю, вышло вполне неплохо. Вот уже более 10 лет мы разрабатываем сайты и говорим вам, сделайте сайт у нас. Почему? Потому что мы делаем качественно, мы делаем в срок, мы делаем профессионально и мы делаем с хорошими дизайнерскими решениями, и мы знаем, что хотят ваши клиенты увидеть на вашем сайте для того, чтобы приобрести у вас услугу или товар. Мы делаем все на двух платформах: WordPress и Python Django. Всем рекомендую обращаться к нам. В описании есть все наши контакты и портфолио. Такой вопрос, типа, а как испанки, а вообще нравится, ну, как бы, получится ли, потому что очень, ну, мнение такое есть, что испанки вообще какие-то там, типа, совершенно странного характера. Что ты по этому поводу думаешь? Потому что у тебя есть, наверное, какой-то опыт твоих друзей, жизни здесь и так далее, и ты лучше этот вопрос понимаешь. Расскажи нам, пожалуйста, об этом. Действительно, менталитет у нынешних девчонок, да и у парней совершенно другой, не такой, как у нас. Должен сказать, что большинство людей до 30 лет ничего серьезного не ищет, хотя, естественно, бывают и исключения. Но что парни, что девушки здесь очень свободолюбивые и не хотят ограничивать себя ни в чем, так скажем. Поэтому нужно быть аккуратным и стараться привыкнуть к местному менталитету и понять, что не всем хочется того же, что и нам. Никита, и основной вопрос, да, ну, собственно, почему мы здесь и собрались, расскажи нам, почему ты собираешься уезжать из Испании? Вообще, в чем причины, как говорится, корень зла? Ну, главная причина, естественно, заключается в том, что в Испании, к сожалению, нет перспектив для развития в моей сфере деятельности. Если я хочу продолжать заниматься астрофизикой, то мне придется ехать за границу. Помимо этого, также здесь не очень сильно развито предпринимательство. Нет большого количества субсидий, которые мне нужны для развития моего проекта, и поэтому мне нужно искать их в каком-то другом месте. Японию я выбрал, потому что это технологически очень развитая страна, образование там на крайне высоком уровне, и есть большое количество университетов, в котором со знанием английского языка уже более чем достаточно для того, чтобы туда попасть. Помимо этого, также немаловажную роль для меня играет то, что люди там более консервативные, чем в Испании, так как хоть я здесь и 10 лет живу, все равно привыкнуть к местному менталитету очень сложно.
И до сих пор бывает очень трудно понять, что местные люди думают, когда тебе что-то говорят. Бывает, правда скрывается за каким-то фасадом, потому что здесь люди предпочитают говорить тебе более приятные вещи, чем горькую правду, скажем так. Никит, такой вопрос. А стоит ли вообще молодому парню, ну, до 30, ехать в Испанию жить? Потому что, ну, я считаю, что возраст от 20 до 30 это такой, ну, такой образующий человека на всю его дальнейшую жизнь. И стоит ли, может быть, тратить время, свои лучшие годы на замечательную страну Испанию или не очень замечательную, кому как? Что ты об этом думаешь? Да, действительно, эти годы самые важные, скажем, для формирования нас как личности. И я считаю, что нужно знать, чего ты хочешь от жизни. Если у тебя есть цель саморазвития, развития каких-то проектов и есть большая цель, поставленная в жизни, скорее всего, Испания не для тебя. Но если хочется простой, размеренной жизни, ничего сверхъестественного, то да, Испания очень хороша этим, потому что, как я и говорил раньше, медицина здесь вполне хорошая, климат прекрасный, люди достаточно доброжелательные. Поэтому, как и всегда, все зависит от твоих личных интересов. Но если на пенсию приехать сюда, то тогда точно 100% приезжайте, лучше места не найдете. Никит, такой вопрос. Ну, ты имеешь резиденцию Испании, да, у тебя здесь есть родители, ты уедешь в Японию, там, жить, учиться, работать, ну, как-то тратить свою жизнь на Японию, окей. Как ты думаешь, Испания, она для тебя останется каким-то местом, куда бы ты хотел вернуться, пожить, может быть, там потом? Или у тебя здесь родители, я знаю, в Торревьехе живут, да? Или ты будешь просто к ним приезжать в гости, как бы на этом все? Вот что ты об этом думаешь? Хоть я и говорил то, что на старости лет можно всем рекомендовать приехать в Испанию, для меня, к сожалению, это не тот случай, потому что в моей профессиональной сфере, скорее всего, до глубокой старости я буду мотаться по миру и давать лекции, если все хорошо будет у меня в этой сфере.
Но так как я прожил в Испании уже 10 лет, и родители, скорее всего, здесь останутся, у меня здесь большое количество есть друзей, знакомых, то как минимум приезжать навещать их или оставаться на месяц-другой, конечно, думаю, что стоит для меня. Но жить, скорее всего, я здесь уже не буду. Хотя, кто знает, в будущем может все поменяться. Может быть, лет через 20-30 Испания станет мировым центром технологическим. Тогда я сюда захочу переехать опять. Но на данный момент мне это кажется маловероятным. Ну что, ребят, пришло время рассказать про мой небольшой любительский кинопроектик. Но он, конечно, уже не только мой, но а также большого количества людей, целых 28 человек принимает участие в этом замечательном и очень амбициозном проекте. На самом деле мы встретили очень большую поддержку, мы встретили большой энтузиазм наших актеров. И данный кинопроект, который выйдет на 5 языках, наверное, году так в 24-м, будет, ну, некоторым заявлением в этом мире. И я надеюсь, все это услышат и всем это будет интересно. Самое главное, что я хочу сказать, что все люди, которые этим занимаются, они вкладывают свою душу, вкладывают свое время и в том числе и финансы. Да, нам немножко уже помогли, порядка 500 евро. Нам также очень помогают, давая камеры и свет и так далее, и так далее. Я хочу сказать огромное всем спасибо, кто принимает участие в этом замечательном проекте. Надеюсь, вы сделаете доброе дело и сможете подписаться на канал, поставить лайк. В описании, прикрепленном комментарии есть все эти ссылочки. Я буду очень вам признателен. Вам это сделать, я думаю, будет нетрудно. С меня большая благодарность. И также вы можете принять участие в том, чтобы этот проект довели до ума не только анимацией вместо спецэффектов, но и настоящими спецэффектами. Для этого напишите мне, а дальше что-нибудь вместе придумаем. Так что на связи, и вот кадры небольшие из нашего фильма. Надеюсь, вам они понравятся. Очень много людей на канале, которые смотрят нас, которые хотят, хотят переехать, у них мечта это Испания. А ты из этой Испании, из замечательной такой страны, хочешь уехать, да, и планируешь все для этого делаешь. Что бы ты порекомендовал тем людям, которые собираются ехать, чтобы им нужно было сделать, да, то есть, как вот ты это видишь? Есть что положительные, что отрицательные точки жизни в Испании. И на самом деле это не что-то сверхъестественное. Это просто очередная страна. Если вам очень хочется сюда приехать, главное стремиться к этой цели, взвесить все за и против, тщательно подготовиться к переезду. И я уверен, что у вас все получится, если вы этого очень хотите. На этой замечательной позитивной ноте мы говорим Никите до встречи. А я вам говорю «Hasta luego». И я хочу сказать, чтобы вы не забывали подписаться на канал, написать свой комментарий, да, который для вас важен. Я обязательно на него отвечу. Также вы можете заказать у меня консультацию, как обычно. Все контакты мои есть в описании. И я желаю вам успехов и удачи. А с Никитой нас еще ждет озвучка целое лето. Все, всем пока. Пока.